Откуда ты слышишь мой голос? Он слева или справа? Ответ на этот вопрос поможет получить стереогарнитура, на которую возлагается даже большая роль, чем на визуальное восприятие. Ведь то, что мы видим во время игры, сильно зависит от диагонали экрана и качества графики. А вот звук, он всегда одинаковый на всех устройствах. В PUBG Mobile прекрасно реализована система звуков, можно с легкостью определить в здании шаги или на улице, бежит или крадется, а может быть лечится или выдергивает чеку из гранаты. В последнем варианте есть два пути, либо убежать, либо зарашить, пока у него в руках Грена. Главное точно на слух определить, откуда ты это услышал. Новый режим аркады служит отличным полигоном для тренировки слухового восприятия игры, а также этот режим является отличным показателем того, что подобные гайды очень нужны и будут полезны неопытным игрокам, дабы остудить пыл их горящих пердаков от регулярных сливов в первые 2 минуты игры. В режиме хардкор нет всеми любимых подсказок, направления шагов и выстрелов, да еще и лут нужно собирать самому. Пламегаситель и глушитель сделают свое дело, ты не увидишь вспышки от выстрелов, даже в 2 метрах от себя, у лежащего в траве засранца. Но прекрасно услышишь, дальше все зависит только от скорости твоей реакции. Немаловажным стоит отметить и понимание по звуку не только направления стрельбы, но и примерную дистанцию до стрелка. Если противники перестреливаются между собой, у тебя будет время прислушаться или даже подойти, а вот в случае стрельбы непонятно откуда по тебе, то лучше укрыться. В случае попадания по тебе брызги крови будут указывать на направление стрельбы. А если ты спрятался за дерево и пару попаданий попало по нему, ты можешь понять, откуда стреляли. Теперь, имея примерную картину происходящего, смотрим в нужном направлении, в места, откуда стреляли бы вы сами. Зачастую стреляют из-за укрытий, окон или холмов. И крайне редко это будет человек, стоящий в чистом поле и взывающий своей стрельбой всех поскорее заметить его. Исходя из вышеперечисленного, делаем вывод. Первое. Наушники должны быть хорошими, конкретных марок и моделей называть не буду, зачастую чем дороже, тем лучше, и желательно игровые. Второе. Тренироваться с тиммейтами на восприятие стрельбы с разных дистанций, неважно в кастомках или в обычных катках, отходить на определенное расстояние и прислушиваться, как звучат выстрелы, с каких расстояний. Ну а последним и самым важным является твоя реакция на все происходящее и, конечно же, навыки игры. Хорошая стрельба и действовать так, как от тебя не ждут, это самое главное. Но об этом мы поговорим уже в других видео. Кстати, они уже были сделаны ранее. Да, они на старых версиях игры, но там есть и не теряющие актуальность советы. Вот к вашему вниманию пара таких роликов. Как брать топ-1 и как побеждать в замесах, если тебе не хватает друзей по любимой игре. То переходи в мою беседку ВК или в мою группу ВК, там очень много годных мемов, мы постоянно переписываемся и обсуждаем важные вещи. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, впереди вас ждет еще много всего интересного. Ну а еще мы можем обсудить этот ролик в комментах, я всегда на них отвечаю.